Доброго здоровечка, хунту и хунтубары. Мы из Украины. Подходит бабулечка, протягивает паспорт, спрашивает. «Дітки, а ви мені цукерочок не дасте?» «Бабуля, як же, от в пакеті тут цукерочки, такі, отакі ще. Халва отут, от печиво, от тушняк, от рибка, от там ще водичку візьміть. А чому ви про цукерки питаєте?» «Та ми з внучкою йшли, а назустріч воєнний. То він їй дав цукерку, а мені так хочеться, а взяти ніде». Херсон. Январь 2023 года от Рождества Христова. Бум. Бум. Ба-бум. Шу-бум. Приход метрах в 500. Приход метрах в 300. Приход метрах в 200. Еще один, еще ближе. Когда пришло прямо за домом, у которого мы стоим, все местные разбежались, остались только те, кто ближе всего к спискам, и наши все. Наши чуток присели, оглянулись, осознали, что следующий будет по нам, что шансов в случае чего 0, и продолжили распаковывать и писать. А смысл? От появления звука до бума проходит 3 миллисекунды. Твоя тебя найдет, а не твоя не заденет. Смысл? Броник, каска не помогут. Ну, разве совсем немного? Не нашло. Значит, не наша. 80 пакетов. Пауэрбанки, смаколыки, вода и просто доброе слово. Внутри должно было быть ощущение какого-то величия при этом, да, вот внутри тебя. Какой-то значимости, какого-то дедморозства, праздника, что ли. Старый Новый год вот только вчера был, конфеты опять же. А внутри только лють. Лютая лють. И тишина. А больше водички нет? Звоняет, и больше просто не вошло в бус, уже все раздали. Ну ничего, у меня еще есть 1,5. Протянем. Очень грамотный, очень дорогой юрист. Фотограф интерьеров, банковский аналитик, диктор. Взяли на себя смелость и тянут что-то, за что миллионеры с Банковой боятся и думать. Они берегут свой ресурс, заработанный в Москве. Наша фракция и без того очень много делает для страны. Цитата, если что. Сама, думаете, придумала? Я вас умоляю, чем там придумывать? Зонтиком в пальте? Да это ж официальная позиция партии. А эти 4 заправили свои личные машины, собрали у людей донаты, которые надо беречь как зеницу ока и тратить очень бережно, потому что их мало. Проехали по темени всю Украину, переночевали в какой-то забегаловке на матрасе с торчащими острыми пружинами и стоят теперь серым утром под открытым небом красивые такие, вращая в голове одну и ту же мысль. Как же они тут живут? Огромный, красивый, пустой город. Перепуганные, уставшие, голодные люди, верящие в то, что их не бросят и им помогут. Им некуда бежать. Это их страна, их дом, их город. Знаете, что забрали сразу же? Вот представьте себе. Утро, холод, пусто. Бум! Бум! Уже скоро как год без пауз. Что в такой ситуации люди разбирают сразу же из 2-тонного буса с гуманитаркой? Воду? Да. Конфеты? Да. Гречку? Хай їй греть. Да. Во вторую очередь. Сначала забрали сухой корм для животных. Весь. Сразу. Только выставленный из буса корм куда-то уехал одномоментно. У меня 15 собак, еще одной отвезу, у нее около 20, и еще одной, там еще и коты. Вы себе это представляете, люди? Они, находясь там полгода без связи, воды и еды, в первую очередь спасали собак и котов. Они, встречавшие братушек с теми же прапорами, что и ЗСУ, но есть один нюанс. Первым делом спасают брошенных животных. А вы от какой организации? Ну вот мы, вот моя жена, вот люди задонатили. Вот Влад, у него фонд «Заряди Украину», фонд БФ Лео еще. Вообще со всего мира люди донаты прислали. Вот эти коробки со смаколиками передали вам из Горщиківської громади з-під Житомира. Люди напекли своими руками. Пригощайтесь. Так вы не от политиков? Все дружно ржем. Нет. А зачем вы списки пишете? Так налоговая заставляет.
На каждый набор нужны ваши данные, подписи, куча бумажек, иначе посадят нас. То есть, оштрафуют и посадят, если вдруг мы неправильно тут все позаполняем. Им что, больше заняться нечем? А сами они чем помогли? Собаки, коти, пакети маєчки по кустам кругом. Поїхали, покажу щось. Та нам же до Києва треба встигнути сьогодні. Зранку о 8 вже робота завтра. Поїхали, покажу, встигнете на Київ. Я з міста вас виведу найкоротше, далі по прямій дорога хороша. Едем. Скорые, пикапы, полуразвалившиеся бусы, красивые когда-то дома. Приехали. Это что? С-300. Та ладно. Угу. Землю з холодильників на 5-х поверхах виносять і доці. Бачиш отого дядьку? Бачу. А що тут поруч, може, військове щось? Он, шиномонтаж, був. Тактичный, мабуть. Погнали додому. Одна группа остается, им еще детей проведать, к бабушкам нескольким адресно заехать, они еще заночуют на обратном пути. А нам пора, времени в обрез, дорога не близкая. Меня время от времени спрашивают, зачем тебе это? Ты не можешь просто донатить, как все, или вообще гундосики только записывать, как отдельные личности? Или вообще просто пытайся выжить, что ты в Польшу не выехал? Мог ведь, у тебя ж 14 профессиональных праздников в году. Ты что, в буржуине денег не заработаешь? Я не знаю. Мне нечего ответить. В таких поездках нет выгоды, кроме усталости и растраты риска для жизни. Я искал, не нашел, нету их. На выезде из Херсона спрашиваю на блокпосту: хлопці, а не страшно? Тут же скупчення людей, прилетіти ж може. Он, бачиш бетонні плити. Там 3 дірки в кулак. Прилетіло. І не страшно? Страшно. А що робити? Хтось має тут бути, цей блокпост теж наша Україна. Так в чем же прикол? Почему все волонтеры делают это? Почему хлопцы на нуле делают это? Почему мы все делаем это? Знаете, меня когда-то научили. Не хочешь петь? Не пой. Тут все очень логично. Ты поешь только тогда, когда иначе ты не можешь выразить все, что у тебя внутри. Ты поешь только тогда, когда иначе не можешь. Так же и тут. Ты донатишь, выходишь в эфир, собираешь донаты, едешь на базу, торгуешься за скидку, объясняешь, просишь, потом едешь в темень, скачешь на ямах, ремонтируешь свою машину, смотришь в глаза, слушаешь и считаешь приходы, заполняешь документы, спишь на ходу, топчешь шаурму, запиваешь вепсом, переживаешь каждую секунду и вообще делаешь это все просто потому, что иначе ты не можешь. Иначе ты просто не выживешь. Ни один из ваших донатов, кстати, в этой поездке не пострадал. Я тратил только личные деньги, накопленные с монетизации, которая капает от ваших просмотров рекламы. Вот когда вы просто смотрите рекламу у Пенса, вы тоже помогаете. Поездка не была запланирована. Просто Влад со своим фондом «Заряди Украину» не мог увезти все. Груза было много, а машины мало. Поэтому я сам, осознавая все риски и понимая растраты, принял решение помочь. Если вы напишите в комментах под донатом, что он для Херсона, мы что-то от вас купим и отдадим этим людям в следующей поездке. Спасибо Андрею Еремчуку из фонда БФ Лео и Горщиківській громаді за вкусняшки для Херсона. Это всегда очень душевно и всегда очень вкусно. Про вкусно так говорят, я не пробовал, мне стыдно. Спасибо всем за то, что вы такие. Теперь будем собираться и ехать целенаправленно. В Херсоне тяжко, очень тяжко, без вас никак. Ну и чтоб знали, как нынче приветствуют на блокпостах, напомню. Пароль РП. Отзыв воистину РП. Слава Україні, слава ЗСУ. Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть тут там червону пімпочку сіренькою, потім тисніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.